Официальной истории, той, что лежит на поверхности, все просто. 31 января 2001 года Sega остановила производство Dreamcast, потому что ее вытеснило с рынка PlayStation 2. Конец главы. Но если копнуть глубже, в финансовые отчеты, в протоколы совещаний и свидетельства уволенных инженеров, то перед вами предстает совершенно другая картина. Это не история поражения в честной борьбе. Это история медленного, методичного угасания, которое длилось годами. PlayStation 2 не была причиной краха. Она была лишь тем, кто констатировал факт, что пациент уже не дышит. И главный тезис, который я вынес из архивов, звучит так. Sega сошла с дистанции не потому, что делала плохие консоли. Она сошла с дистанции потому, что в бесконечных войнах внутри своих же стен она разучилась продавать мечту. Ту самую мечту, которую когда-то сама и создала. Чтобы понять, почему Dreamcast была обречена, нужно увидеть раны, которые кровоточили задолго до ее рождения. В середине 90-х Sega была одержима странной идеей прикручивать к своей успешной Mega Drive какие-то нелепые опухоли. Sega CD, 32X. Эти проекты не просто провалились, они стали первыми симптомами болезни. Компания теряла фокус и сжигала деньги впустую. Но настоящей точкой невозврата стал запуск Sega Saturn. И вот вам один конкретный артефакт из архивов, объясняющий все. Май 1995 года. Выставка E3. Глава Sega of America Том Калински готовит мощный осенний запуск. И тут, прямо перед выставкой, ему звонит СЭО из Японии, Хаяо Накаяма, и приказывает запустить консоль. Немедленно. Прямо на E3. В обход всех планов. Назло американскому офису, просто чтобы утереть нос Sony. Это было безумие. Шаг в пропасть. Магазины не были готовы, игр не было, цена была завышена. Saturn вышла на Западе абсолютно неподготовленной, и это решение, принятое одним человеком из-за корпоративной гордыни, стало началом заката. Последствия? Давайте посмотрим на цифры. В финансовом году, закончившемся в марте 1990-го, Sega фиксирует убыток в 35,5 миллиарда йен. Чтобы вы понимали, это их первый убыток за 10 лет. Но вместо того, чтобы лечиться, они продолжают усугублять свое положение. На следующий год, когда все силы уже брошены на Dreamcast, они теряют еще 42,8 миллиарда йен. Компания буквально истекала деньгами. Она входила в новое поколение консолей не как боец, а как тяжело раненый ветеран. И вот на фоне этого хаоса появляется она, Dreamcast. И черт возьми, она была гениальна. Встроенный модем, онлайн-мультиплеер, VMU. Она опередила свое время. Но гениальному ребенку достались ужасные родители. Ее главная проблема — это одиночество. Electronic Arts, гигант индустрии, отказался ее поддерживать. Почему? Не просто из-за недоверия. EA требовала эксклюзивных прав на спортивные игры, а Sega, развивая свою серию 2K Sports, отказалась. Это была битва эго, которую Sega в ее положении не могла себе позволить. Без NFL на полках в США ты никто. И вот вам еще одна цифра, которая все объясняет. За свою короткую жизнь Sega продала 9 с лишним миллиона копий Dreamcast. Звучит неплохо. Но вот детали с финансовых отчетов. Для выхода в ноль, для простого выживания им нужно было продать 15 миллионов. Они не дотянули до цели почти 40%. А ведь могло быть иначе. В архивах лежат упоминания о призрачных проектах, которые могли бы стать систем-селлерами, но были отменены из-за хаоса и нехватки денег. Представьте себе официальный порт Half-Life на Dreamcast или эксклюзивную Castlevania Resurrection. Это были упущенные возможности, которые могли бы все изменить. И, конечно, пиратство. Эта дыра в защите, связанная с Mill CD, стала последним ударом по доходам. Sega продавала консоли в убыток. Единственный способ заработать — это продавать игры. А когда твои игры можно бесплатно скачать и записать на болванку, твой бизнес-план превращается в пыль. А потом пришла Sony. И вот здесь мы подходим к моменту, который в корпоративных отчетах называют изменением рыночной конъюнктуры. А на деле это был тот самый финальный аккорд. Дело было даже не в играх и не в эмоциональном движке. Дело было в одной маленькой детали на коробке – DVD-плеер. В 2000 году отдельный DVD-плеер стоил дорого. И тут Sony выходит и говорит: вот вам консоль нового поколения, которая к тому же проигрывает фильмы для всей вашей семьи. И все это по доступной цене. Это был не просто удар. Это было изменение самих правил игры. Экзистенциальный нокаут. Sega продавала гениальную, но все же игрушку. Sony продавала центр домашних развлечений. Sega продавала мечту для геймеров. Sony продавала
в мечту для среднего класса. В этот самый момент Dreamcast из конкурента превратилась в нишевый продукт. Ее судьба была предрешена. А когда на горизонте замаячил Microsoft с его практически бесконечным бюджетом на Xbox, стало ясно, в этой лиге для Sega больше нет места. К 2001 году агония достигла пика. Финальный отчет зафиксировал убыток в 51,7 миллиарда йен. Это более 400 миллионов долларов, чтобы вы понимали. Продолжать было невозможно. Был запущен проект Phoenix, план по превращению Sega в издателя игр для чужих платформ. Но для этого маневра нужны были деньги, чтобы просто пережить реструктуризацию. И вот здесь происходит то, что превращает эту историю из корпоративной драмы в человеческую трагедию. Председатель Sega Исао Акава, понимая, что дело всей его жизни рушится, делает немыслимое. Он достает свою личную чековую книжку. Он прощает компании все ее долги перед ним и лично жертвует ей акции на сумму 695 миллионов долларов. Он не спас консольный бизнес. Он спас душу компании. Он купил ей будущее. Через несколько месяцев жизненный путь Исао Акавы подошел к концу. Так что же мы видим в итоге, изучив архивы? Dreamcast не была ошибкой. Она была шедевром, рожденным в агонизирующей компании. Она была последней отчаянной попыткой продать ту самую крутую мечту из 90-х в мире, который уже хотел чего-то другого. Sega проиграла не потому, что ее консоль была плохой. Она проиграла потому, что в бесконечных войнах внутри своих же стен она потеряла связь с реальностью. Она забыла, что в конечном счете ты продаешь не гигагерцы и не полигоны, ты продаешь мечту. И в 2001 году мечты от Sony и Microsoft оказались куда более привлекательными.